Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США взяли цель на сланцевые запасы Армении, пока российский газ для Армении дорожает. Александр, собственно, а что там происходит? Что там за запасы такие, про которые все забыли, а они такие ценные? Ну, на самом деле, тут армянские эксперты обнаружили, что в Армении огромное количество различного рода запасов, которые искали и нашли еще в 90-е годы. Эти эксперты обратили внимание на то, что этих запасов, я вот говорю эти, а потом, знаете, я сейчас потяну интригу, а потом я эту интригу как хопа и открою, уважаемой аудитории. Значит, речь шла о том, что запасов этих более 100 миллионов тонн запасов, 100 миллионов тонн, вот, сланцевых запасов. И вот тут, я думаю, уважаемая аудитория, как и некоторые эксперты из Армении, а, могли решить, что речь идет о сланцевом газе, о сланцевой нефти. Ну, потому что за сланцевые запасы такие? И я так полагаю, что примерно на это и намекает уважаемый эксперт. Если позволите, я прям процитирую его из российских СМИ, но сам этот эксперт у себя в соцсетях, как пишут наши СМИ, написал следующее. Сами геологические изыскания американцев в Армении были начаты еще задолго до подписания меморандума, вот этого самого меморандума, который недавно подписывался. Нет, прошу прощения, там меморандум о геолого-разведочных работах, вообще неинтересный нам, 2011 года. Давным-давно, 15 лет назад, с тех пор, знаете, и воды много утекло, и ничего сделано не было. Но это я немножко забегаю вперед. Итак, продолжаем цитировать. Значит, геолого-разведочные работы начались задолго до подписания этого вот меморандума. Согласно исследованиям геологической службы США в регионе Арамус, извините, если я неправильно поставил ударение, имеется порядка 44 миллионов тонн запасов горючего сланца, дорогие друзья. К подобному выводу американские специалисты пришли по итогам исследований 1994 года. В отчете 2005 года американская сторона привела еще более высокие оценки, указав на наличие 17-18 миллионов тонн сланцевых запасов, ну, в общем, в разных регионах, а также 128 миллионов тонн в районе Дилижана, солнечного Дилижана. Ну, вот эти записи появились на фоне сообщения о том, что Штаты могут начать разработку редкоземельных металлов в Армении, ну, потому что Армения известна своими богатствами редкоземельных металлов, Армения вообще известна. Я вот сейчас буду иронизировать, дорогие друзья. Если вы смотрите нас из Армении, или вы имеете к Армении какое-то отношение, я заранее прошу простить, у меня нету никакой предвзятости, никакого... Вот мой сарказм, он не нацелен на страну, на население, на народ. Он никак не касается. Вот мой сарказм в основном нацелен на отдельно взятых экспертов. Возможно, я тут чего-то, конечно же, не понимаю. Но и также в еще большей степени мой сарказм нацелен на руководство, текущее руководство Армении. Итак, текущее руководство Армении уже готово. И все транспортные пути сдать Трампу. Трамп похлопывает по плечу, говорит, да, молодец, молодец, Вальдемар, гуд, Вальдемар. Как в известном анекдоте. Кто понял, какой анекдот, напишите в комментариях. Да, это байт на комментарий, безусловно. Но вы все равно напишите. Так вот, гуд, Вальдемар, Далее подписываются какие-то, точнее, звучат какие-то слова о том, что сейчас будут редкоземельные металлы, критически важные минералы. Редкоземельные металлы – это часть категории, которая называется, это часть категории, которая называется критически важными минералами. Туда, например, относятся к критически важным минералам не только, собственно, редкоземельные металлы, но и всякие там литий и прочие не менее важные элементы. Но тут речь про сланцы. Как мы знаем, где-то в мире, точнее, зачем где-то в мире? Где-то в Евразии, и в основном в европейской части Евразии,
присутствуют мигрирующие 5 триллионов кубических метров сланцев. Точнее, не просто сланцев, а сланцевого газа. Где-то вот в 2011-2012 годах, да даже с 2010, пожалуй, года начиная, появилась масса проектов на территории Европы, в самом широком смысле слова Европы, в рамках которых предполагалось, что начнется добыча сланцевого газа. Потом робко заговорили о начале добычи и сланцевой нефти тоже. В России некоторые эксперты заговорили, ну все, наши энергоресурсы там никому не будут нужны, потому что все теперь получат вот эти потрясающие технологии Соединенных Штатов, начнут добывать у себя, обеспечивать себя, больше никому наши нефть и газ не будут нужны. Началось, короче говоря, заявили уважаемые эксперты 15 лет назад и более. И действительно, некоторым могло показаться, что, посмотрите, уважаемые компании Shell, Chevron и прочие, ну, чуть менее уважаемые местами компании, но заходят на на рынки разных европейских стран, предлагают свои услуги по геологоразведке, потому чтобы исследовать, извлечь и обеспечить местный рынок, обеспечить экспорт газа. То есть предполагалось, например, что если какая-нибудь Shell или Chevron, или все вместе, и еще несколько компаний помельче заходят в какую-нибудь Польшу и сообщают: Польша, у тебя, как мы слышали, есть около 5 триллионов кубических метров сланцевого газа. Мы сейчас пробурим скважины, мы сейчас обнаружим этот самый газ и начнем его добывать. Ура, сказала польское руководство. Причем тут польское руководство, хотя мы говорим про Армению, сейчас станет ясно, дорогие друзья. Так вот, ура, сказала польское руководство. Как здорово. То есть это что же получается? Мы будем не просто добывать газ и обеспечивать свой внутренний рынок, то есть откажемся от импорта, мы еще и экспортировать сможем. Тут же польское руководство пошло в соседние страны, стало говорить: ребята, давайте, камон, гайс, быстрее строим трубопроводы, потому что сейчас у нас попрет газочек, и вы с помощью этих трубопроводов у нас сможете покупать газ, а покупать у нас гораздо лучше, чем покупать у России. Ну, во-первых, вы деньги будете платить нам, а это уже гораздо лучше, чем платить Газпрому. Во-вторых, вы будете в энергобезопасности, то есть вы свою энергобезопасность значительно повысите, а это тоже большой плюс. Ну, потому что не может быть такое, чтобы мы что-нибудь выкинули. Вот Россия, да, в любой момент, а мы никогда, ни в коем случае. Так что строим трубы, покупаем у нас газ. Как в известном анекдоте про рыбу. Жарь рыбу. А рыба где? Рыба будет. Ты жарь, жарь. Вот примерно так было со сланцевым газом. Потом эти примерно 5 триллионов кубических метров обнаруживали на Украине, примерно 5 триллионов кубических метров обнаруживали где-то в районе Грузии, 5 триллионов кубических метров обнаружили в других странах, например, в Турции. И вот эти вот около 5 триллионов, они туда-сюда бегают. Но как только вы скважину строите, оказывается, что попали вы, видимо, в хвостик вот этих вот 5 триллионов, потому что они явно успели убежать. А дебиты ваших скважин, если они вообще есть, то есть если это не сухие скважины, а такое тоже было. Так вот, дебиты смехотворные, от 8 до 20 тысяч кубических метров газа в сутки. Это просто ни о чем. При цене одной скважины в 15 миллионов долларов чисто теоретически окупаемость этих скважин, с учетом, опять же, того, что максимальная производительность на них будет поддерживаться, ну, года два, а потом будет падать. Так вот, окупаемость этих скважин была не просто под вопросом, вопроса не было, не будет окупаемости. И да, мы все еще говорим про Польшу, мы все еще говорим про единственную, по сути, страну, которая пошла дальше неких громких заявлений на уровне правительства, не каких-то маргиналов, которые выскакивали и говорили: да, надо вот сланцевый газ. Нет-нет, в Великобритании выскакивали представители правительства, в Турции выскакивали представители правительства, кстати, большие друзья и Российской Федерации, и Европы, вот такие прекрасные люди. Выскакивали в Прибалтике представители правительства и тоже говорили: да-да, сейчас у нас будет сланцевый газ, подождите, не разбегайтесь. Вот, но все обещания, которые были даны Польше, мягко скажем,
с 2012 года, с начала 2012 года, ну, по сути, были похерены. Извините за низкий слог. Там в начале 2012 года вышла местная геологическая служба, которая сказала в серии: ребята, вы знаете, мы тут все-таки одно дело, когда к нам приходят уважаемые господа из Америки и говорят, у вас примерно столько-то вот этого сланцевого газа. Мы тут уточнили данные, получается, что газа, ну, раз в 5, а то и в 10 меньше в лучшем случае. Но да, давайте все равно, конечно, проводить дальнейшие работы. Но тут засобирались уважаемые западные партнеры, сказали: ребят, мы побурили, мы обнаружили, что, ну, что-то у вас, конечно, есть, но это что-то, мягко скажем, настолько ничтожно по количеству, что нас абсолютно не интересует, не привлекает. Так что до свидания. И разбежались. К 2019 году правительство Польши обещало начать добычу сланцевого газа все-таки. 2019 год был уже довольно давно, ни черта, извините, опять же, за низкий слог, там не начали. Но за все это время, пока вот это сланцевое буйство просто разгоралось в разных странах, в первую очередь Европы, происходила некоторая путаница. Путаница, связанная с тем, что слово «сланцы» здесь может, ну, давайте мягко скажем, касаться разных энергоресурсов. Вот сланцевый газ и сланцевая нефть – это, по сути, углеводороды из крайне низкопроницаемой породы. Из сланцевых, ну, из как-то глинистых сланцев. А есть такая штука – горючие сланцы. Это не связано со сланцевым газом и сланцевой нефтью истории. Я понимаю, что уважаемым экспертам в Армении, возможно, точнее, давайте так мягко скажем, возможно, уважаемые эксперты в Армении и не подразумевали каких-то таких, знаете, отсылок на сланцевый газ и сланцевую нефть, когда говорили про сланцевые ресурсы Армении. Но горючие сланцы, конечно, не совсем уж бесполезный ресурс. В ряде случаев это ресурс очень нужный. Горючие сланцы имеются, например, в Эстонии, горючие сланцы имеются на Западной Украине, если память меня не подводит, горючие сланцы имеются на территории Ленинградской области Российской Федерации. То есть, ну, есть места, где есть горючие сланцы. Вы можете их извлечь и использовать в качестве самостоятельного энергоносителя. По нынешним временам довольно грязного, с большим количеством отходов. Но если перед вами стоит выбор наличие какого-то энергоресурса или отсутствие энергоресурса, ну, горючие сланцы – это неплохой вариант. Да, Эстонию все еще пытаются сагитировать европейские власти, чтобы Эстония наконец уже закрыла свою вот эту электростанцию, которая работает на горючих сланцах, но Эстония пока, знаете, вот держится. Насколько она крепко держится, вам лучше вот Борис Леонидович расскажет. Нам в рамках этой беседы важно, что никому, по большому счету, из внешних игроков не нужны армянские горючие сланцы. Даже если их там аж 100, 150, да даже 200 миллионов тонн, они не нужны. Можно, конечно, их использовать чисто теоретически, если будет ТЭО хотя бы готово, для того, чтобы обеспечивать Армению за счет своего ресурса. Опять же, да, грязноватого, да, с большим количеством отходов, но наличие своего ресурса – это лучше его отсутствие. Но учитывая, что работы ведутся с 90-х годов, а как бы подвижек в этом направлении нет никаких, можно предположить, что экономически, что использование этого энергоресурса, горючих сланцев, является просто экономически бессмысленным, нерентабельным, неинтересным. Завершу этот ролик простым вопросом. Как там дела с редкоземельными металлами, которые год назад Трамп купил у Украины? Как дела? Уже добывают? Уже обрушили мировой рынок? Уже вытеснили Китай? На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках. Несмотря на отсутствие монетизации, исключительно благодаря вашей подписке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.